Урок 1. Я нашла отличный ресторан неподалеку. Привет, Анна. Я нашла отличный ресторан неподалеку. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от нашего отеля. Это удобно, Джон. Какую кухню они подают? Они специализируются на блюдах местной кухни. Мы можем попробовать традиционные блюда и познакомиться с культурой. Звучит интересно. Этот ресторан известен своими хорошими отзывами. Да, у него отличные отзывы. Многие высоко оценили еду и вежливое обслуживание. Мне не терпится попробовать, Джон. Во сколько нам идти? Как насчет того, чтобы пойти около 7 часов вечера? Это должно дать нам достаточно времени, чтобы расслабиться и насладиться едой. Похоже на план, Джон. Мы хорошо поужинаем и попробуем местные ароматы. С нетерпением жду этого, Анна. Всегда интересно открывать для себя новые кулинарные впечатления. Конечно, Согласна, Джон. Анна. Давайте Я рада, насладимся что мы поездкой нашли по этот максимуму и ресторан. насладимся местной Это кухней. будет незабываемое впечатление от ужина. Конечно, Джон. Давайте приготовимся насладиться вкусной едой всего в нескольких минутах ходьбы от нашего отеля. Урок 2. У меня есть список вариантов фильмов. Привет, Анна. У меня есть список вариантов фильмов. Все это потрясающие варианты. Есть ли конкретные причины, по которым вы хотели бы их посмотреть? Привет, Джон. Я рад, что вы считаете их отличным выбором. Что касается первого фильма, то, как я слышал, он имеет интригующий сюжет и заставляет вас гадать до конца. Звучит захватывающе, Анна. Мне нравятся фильмы, которые заставляют меня погружаться и гадать. Второй фильм классический. Фильм известен своими незабываемыми выступлениями и неподвластной времени истории. Я фанат классических фильмов, Анна. Всегда интересно смотреть фильмы, выдержавшие испытание временем. А третий фильм — комедия. Я подумала, что было бы неплохо хорошенько посмеяться и поднять настроение. Отличная идея, Анна. Смех — прекрасный способ расслабиться и повеселиться. Наконец, четвертый фильм — это трогательная драма. В нем рассматриваются темы любви, дружбы и личностного роста. Я ценю фильмы, затрагивающие значимые темы, Анна. Вдохновляет видеть, как персонажи отправляются в личные путешествия. Итак, это конкретные причины, лежащие в основе выбора. Каждый фильм предлагает что-то уникальное и приятное. Не могу не согласиться, Анна. Это широкий выбор на любой вкус и настроение. С нетерпением жду нашего киновечера, Джон. Вечер будет веселым и интересным. Конечно, Анна. Давайте выпьем попкорна и вместе насладимся этими фантастическими фильмами. Урок 3. Нам следует связаться с новым клиентом. Эй, Анна. Нам следует связаться с новым клиентом и начать переговоры о заключении контракта. Привет, Джон. Отличная идея. Я свяжусь с ними сегодня. Потрясающе. Давайте позаботимся о том, чтобы мы представили наши лучшие предложения. Абсолютно. Мы хотим произвести на них впечатление и заключить сделку. Вы подготовили список ключевых моментов для обсуждения. Да, у меня есть. Мы расскажем о наших сильных сторонах и уникальных предложениях. Идеально. И не забудьте указать специальные скидки, которые мы можем предложить. Хорошее замечание. Мы хотим предоставить им выгодное предложение. Давайте будем уверены в себе, но в то же время будем открыты для их мнений и опасений. Определенно.
Во время переговоров очень важно наладить тесное взаимопонимание. Я доверяю твоим навыкам ведения переговоров, Анна. Я знаю, что вы отлично справитесь. Спасибо, Джон. Я сделаю все возможное, чтобы заключить выгодный контракт. Желаю удачных переговоров и плодотворного партнерства. Ура, Джон! Давайте заключим сделку и отпразднуем наши достижения. Безусловно, Анна. Успехов в переговорном процессе. Урок 4. Как насчет здорового завтрака, а затем приступить к работе? Эй, Анна. Как насчет здорового завтрака, а затем приступить к работе? Привет, Джон. Похоже, это хорошее начало дня. Я подумываю приготовить вкусный тост с авокадо. Что скажешь? Вкусно. Тост с авокадо звучит идеально. Рассчитывайте на меня. Отлично. Мы можем добавить немного нарезанных помидоров и немного соли и перца. Звучит как вкусное сочетание. Это питательный способ зарядить энергией наш день. А к нему можно выпить чашечку свежесваренного кофе. Абсолютно. Небольшое количество кофеина для повышения продуктивности. После завтрака мы можем с новой энергией погрузиться в работу. Я готова решать наши задачи и делать великие дела. Желаю вам здорового завтрака и продуктивного дня. Ура, Джон! Давайте подпитываем наше тело и достигнем поставленных целей. Безусловно, Анна. Вперед фантастическое начало дня. Урок 5. Заметили ли вы, что на этикетках пищевых продуктов содержится важная информация? Эй, Анна. Вы заметили, что на этикетках пищевых продуктов содержится важная информация, например, количество калорий? Привет, Джон! Да, полезно знать питательную ценность того, что мы едим. Абсолютно. Это позволяет нам делать осознанный выбор в отношении нашей диеты. Я всегда проверяю количество калорий перед покупкой закусок или блюд. Это хорошая практика. Это помогает поддерживать сбалансированную диету. Кроме того, интересно посмотреть, как разные продукты сравниваются с точки зрения калорий. Иногда это может удивить. Некоторые продукты содержат больше калорий, чем ожидалось. Это правда. Также важно помнить о размерах порций. Правильно. Иногда небольшая порция может иметь значительную калорийность. Чтение этикеток на продуктах питания определенно помогло мне лучше понять, что я ем. Это позитивное изменение. Осведомленность – первый шаг к здоровому образу жизни. Абсолютно. Это дает нам возможность принимать осознанные решения в отношении питания. Приветствую вас за принятие более здоровых решений и заботу о своем теле. Ура, Джон! Давайте покормим себя и будем вести сбалансированный образ жизни. Безусловно, Анна. Вперед в питательное и полноценное путешествие. Урок 6. Давайте обменяемся контактной информацией. Эй, Анна. Поскольку мы работаем над этим проектом вместе, давайте обменяемся контактной информацией. Привет, Джон! Отличная идея. Нам следует оставаться на связи. Вы предпочитаете электронную почту или телефон в качестве основного способа связи? Мне нравится и то, и другое. Давайте обменяемся электронной почтой и номерами телефонов. Идеально. Сначала я дам вам свой адрес электронной почты johnsobaka@email.com. Понял, Джон. Вот мой адрес электронной почты anna@email.com. Отлично.
А для телефона мой номер 123 456 78 90. Отмечено, Джон. Мой номер телефона 987 654 32 10. Потрясающе. Теперь мы можем легко связаться друг с другом, когда это необходимо. Коммуникация – ключ к успешному сотрудничеству. Абсолютно. Давайте сохраним каналы связи открытыми и эффективными. Спасибо за слаженную командную работу и эффективную коммуникацию. Ура, Анна! Давайте работать вместе и добьемся больших успехов. Конечно, Джон. Вперед к успешному партнерству. Урок 7. Бывает сложно совмещать тренировки с плотным графиком. Эй, Анна! Бывает сложно совмещать упражнения с вашим плотным графиком. Привет, Джон. Понимаю, но свое здоровье я ставлю во главу угла и ставлю его во главу угла. Это впечатляет. Как вам удается находить время для упражнений? Я встаю немного раньше и быстро тренируюсь перед началом дня. Это разумный подход. Это задает позитивный тон на весь остальной день. Кроме того, я стараюсь включать физическую активность во время перерывов или в обеденное время. Отличная идея. Это позволяет вам оставаться активными даже в рабочее время. Я также стараюсь планировать свои тренировки и относиться к ним как к важным встречам. Отношение к упражнениям как к обязательству – ключ к постоянству. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти небольшие промежутки времени и максимально использовать их. Я восхищаюсь твоей преданностью, Анна. Это вдохновляет. Спасибо, Джон. Забота о своем здоровье – приоритет для меня. Желаю найти время для занятий спортом и оставаться в форме. Ура, Джон. Давайте останемся активными и будем вести здоровый образ жизни. Безусловно, Анна. За сбалансированную и активную жизнь. Урок 8. Можете ли вы порекомендовать надежную курьерскую службу? Эй, Анна. Что касается профессионализма, можете ли вы порекомендовать надежную курьерскую службу? Привет, Джон. Абсолютно. У меня был отличный опыт работы с курьерскими службами Swift. Приятно это знать. Быстро ли они доставляют посылки? Да, они есть. Они уделяют приоритетное внимание своевременным поставкам и имеют хорошую репутацию. Отлично. Как насчет обслуживания клиентов? Они полезны. Их обслуживание клиентов на высшем уровне. Они отзывчивы и решают любые проблемы. Это важно. Я хочу обеспечить бесперебойный и надежный процесс доставки. Swift Courier Services имеет репутацию надежной и профессиональной компании. Идеально. Я обязательно попробую их при следующей доставке. Уверена, ты не разочаруешься, Джон. Им можно доверять. Спасибо профессионализму и безупречной доставке. Ура, Джон. Давайте позаботимся о том, чтобы наши посылки были доставлены безопасно и вовремя. Безусловно, Анна. За надежные курьерские службы. Урок 9. Мы должны распространять информацию и привлекать больше клиентов. Эй, Анна. Поскольку сейчас мы предлагаем скидки, как насчет маркетинга? Привет, Джон. Мы должны распространять информацию и привлекать больше клиентов. Есть идеи, как эффективно продавать наши предложения со скидками. Мы можем начать с их продвижения в социальных сетях.
Хорошее замечание. В наши дни социальные сети охватывают широкую аудиторию. Мы также можем отправлять электронные информационные бюллетени нашим существующим клиентам. Это отличный способ держать их в курсе событий и поддерживать их вовлеченность. Кроме того, мы можем сотрудничать с влиятельными лицами для продвижения наших скидок. Маркетинг влиятельных лиц, безусловно, может повысить наш охват и узнаваемость. И давайте не будем забывать о традиционных методах, таких как листовки и местная реклама. Вы правы. Некоторые люди до сих пор хорошо реагируют на эти методы. Главное — использовать многоканальный маркетинговый подход для достижения максимального эффекта. Абсолютно. Давайте создадим маркетинговый план, охватывающий все основы. Удачи в успешном продвижении наших скидок и привлечении новых клиентов. Ура, Анна! Давайте продвинем наши предложения и произведем настоящий фурор на рынке. Конечно, Джон. Вот вам и эффективные маркетинговые стратегии. Урок 10. Давайте проведем мозговой штурм нескольких питательных вариантов. Эй, Анна! Давайте обсудим несколько полезных вариантов для нашего предстоящего мероприятия. Привет, Джон. Звучит потрясающе. Мне не терпится спланировать здоровое меню. Мы должны включать разнообразные свежие фрукты и овощи. Абсолютно. Яркие салаты и овощные тарелки станут хитом. А как насчет некоторых вариантов нежирного белка, таких как курица или рыба на гриле? Отличная идея. Мы также можем предложить вегетарианские и веганские блюда. Давайте не будем забывать о цельных зернах, таких как киноа или коричневый рис. Определенно. Они добавляют в меню полезный и сытный элемент. А в качестве напитков мы можем предоставить настоянную воду и травяные чаи. Гидратация играет ключевую роль. Эти опции помогут нашим гостям освежиться. Я с нетерпением жду, когда наши гости насладятся этими питательными блюдами. Я тоже, Джон. Их благополучию важно уделять приоритетное внимание. Поздравляем вас с вкусным и полезным мероприятием. Ура, Джон! Давайте сделаем это событие питательным и незабываемым. Безусловно, Анна. Удачной и полезной встречи. Урок 11. Почему бы нам не организовать многокультурный праздник? Эй, Анна. Я тут подумала, почему бы нам не организовать многокультурный праздник? Привет, Джон. Неплохая идея. Это был бы отличный способ познакомиться со смешанными культурами. Мы можем предложить каждому привезти блюдо из своей культуры. Это было бы великолепно. У нас будет разнообразный и вкусный спред. Мы также можем побудить людей делиться историями, стоящими за их блюдами. Абсолютно. Это прекрасная возможность познакомиться с разными традициями. И мы можем провести веселые мероприятия, посвященные различным культурам. Может быть, танцевальное представление или музыкальный плейлист с международными песнями. Звучит интересно. Мы можем создать живую и инклюзивную атмосферу. Мы также должны украсить зал элементами разных культур. Хорошее мышление. Это улучшит общую атмосферу и сделает ее более захватывающей. Я в восторге от этого мультикультурного потолка. Это будет потрясающе. Я тоже, Анна. Это отличная возможность отпраздновать разнообразие и единство. Приветствую знакомство с разными культурами и вкусную еду. Ура, Анна! Давайте устроим незабываемый мультикультурный праздник. Конечно, Джон.
Вперед вас ждет насыщенное и яркое событие. Урок 12. Что вы думаете об отправке благодарственного письма? Эй, Анна. Что касается последующих действий после собеседования, что вы думаете об отправке благодарственного письма в течение 24 часов? Привет, Джон. Отличная идея. Это свидетельствует о признательности и профессионализме. Именно так. Это вежливый жест, который оставляет положительное впечатление. В письме мы можем выразить благодарность за предоставленную возможность и подтвердить наш интерес к этой должности. Это важно. Это напоминает интервьюеру о нашем энтузиазме. Мы также можем отметить кое-что особенное из интервью, которое запомнилось нам. Персонализация электронного письма делает его более эффектным и запоминающимся. И не забудьте внимательно проверить, прежде чем нажать кнопку отправки. Хорошее замечание. Мы хотим убедиться, что он безошибочен и хорошо написан. Также рекомендуется, чтобы письмо было кратким и содержательным. Абсолютно. Оно должно быть кратким, но искренним. Отправка благодарственного письма в течение 24 часов демонстрирует оперативность и энтузиазм. Спасибо за этикет после собеседования и за то, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Ура, Джон! Давайте оставим неизгладимое впечатление нашими благодарственными письмами. Безусловно, Анна. Вперед, успешные последующие действия и потенциальные возможности. Урок 13. Есть ли советы, как сохранить мотивацию? Эй, Анна. Это хороший склад ума. Какие-нибудь советы, как сохранить мотивацию? Привет, Джон. Один совет: ставьте перед собой четкие и достижимые цели. В этом есть смысл. Цели дают нам повод для работы. Также может помочь разбивка больших целей на более мелкие, управляемые задачи. Таким образом, мы сможем отслеживать наш прогресс и сохранять мотивацию на этом пути. Еще один совет: отмечайте маленькие победы и вознаграждайте себя. Это интересный способ сохранить мотивацию. Порадуйте себя хорошо выполненной работой. Также помогает окружение позитивными и поддерживающими нас людьми. Верно. Их поддержка и энергия могут мотивировать нас. Также важно делать перерывы и заряжаться при необходимости. Абсолютно. Отдых и омоложение могут предотвратить выгорание. Наконец, поиск вдохновения у других или истории успеха может повысить мотивацию. Отличная идея. Черпая вдохновение у других, мы можем подпитывать наш собственный драйв. Желаю вам сохранять мотивацию и достигать поставленных целей. Ура, Анна! Давайте сохраним мотивацию и достигнем новых высот. Конечно, Джон. Вперед в мотивированное и успешное путешествие. Урок 14. Вы бывали в том новом кафе на углу? Эй, Анна! Ты бывал в том новом кафе на углу? А что там подают? Привет, Джон. Да, я там был. Здесь подают разнообразную вкусную выпечку и кофе. Выпечка и кофе. Рассчитывайте на меня. Какая у них выпечка? У них есть круассаны, маффины, датские блюда и даже фирменные пирожные. Вкусно. Обожаю хороший круассан. Есть ли у них уникальный вкус? Да, знают. У них есть круассаны с миндалем и круассаны с шоколадной начинкой. Звучит небесно. А как же их кофе? Вкусный ли он?
У них отличный кофе. У них есть широкий выбор напитков на основе эспрессо и сваренного кофе. Не могу устоять перед чашкой хорошего кофе. Предлагают ли они какие-нибудь фирменные напитки? Абсолютно. У них есть латте, капучино и даже уникальные сезонные ароматы. Я обязательно загляну в кафе на углу. Звучит потрясающе. Ты не разочаруешься, Джон. Это уютное место с вкусными угощениями. Приятного знакомства с новыми кафе и вкусной выпечкой. Ура, Джон! Давайте скоро побалуем себя кофе и выпечкой. Безусловно, Анна. Удовлетворите свои желания и насладитесь хорошей компанией. Урок 15. Как мы будем оценивать успех этой компании? Эй, Анна. Как мы будем оценивать успех этой компании? Мы сосредоточимся на развитии бренда. Привет, Джон. Один из способов измерить успех — отслеживать рост узнаваемости бренда. Это хорошее замечание. Мы хотим, чтобы больше людей узнали и запомнили наш бренд. Мы также можем отслеживать посещаемость веб-сайта и анализировать, увеличилась ли она во время кампании. Абсолютно. Чем больше трафика, тем больше интереса и вовлеченности. Еще один показатель, который следует учитывать — вовлеченность в социальные сети и рост числа подписчиков. Верно. Если наша компания найдет отклик у людей, мы должны увидеть рост числа взаимодействий. Давайте не будем забывать об измерении количества потенциальных клиентов или конверсий. Это очень важно. В конечном итоге мы хотим, чтобы компания принесла ощутимые результаты. Отзывы клиентов и опросы об их удовлетворенности также могут дать ценную информацию. Хорошее мышление. Прислушиваясь к мнению наших клиентов, мы можем оценить эффективность нашей компании. Успехов в оценке успеха и достижении целей нашей компании. Ура, Анна! Давайте проследим за нашим прогрессом и сделаем эту компанию успешной. Конечно, Джон. За успешную и результативную компанию. Урок 16. Спасибо за рассмотрение контракта. Эй, Анна! Спасибо, что ознакомились с контрактом. Добро пожаловать! Привет, Джон. Совсем нет проблем. Я считаю, что наши условия справедливы и взаимовыгодны. Приятно это слышать. Важно убедиться, что обе стороны удовлетворены. Абсолютно. Справедливое соглашение закладывает основу для успешного партнерства. Мы приложили все усилия, чтобы создать условия, которые принесут пользу нам и нашим клиентам. That's true. It's important to find a balance that works for everyone involved. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя ценными и уверенными в нашем партнерстве. И мы хотим предоставить им высококачественные услуги и поддержку. Да здравствуют честные и взаимовыгодные деловые отношения. Ура, Джон! Давайте продолжим создавать взаимовыгодные ситуации для всех вовлеченных сторон. Безусловно, Анна. За успешные и гармоничные партнерские отношения. Урок 17. Пойдем за продуктами. Эй, Анна! Пойдем за продуктами. Мы должны начать с основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко и яйца. Привет, Джон. Отличная идея. Это предметы первой необходимости, которые нам всегда нужны. Мы также можем взять свежие фрукты и овощи, пока мы там. Абсолютно. Важно соблюдать сбалансированную и питательную диету.
Не забудьте о таких закусках, как чипсы или печенье, чтобы немного побаловать себя. Верно. Во время перекуса приятно полакомиться угощениями. Давайте не будем упускать из виду предметы первой необходимости для кладовой, такие как паста, рис и Правильно. консервы. Они пригодятся, когда нам нужно быстро и легко поесть. И мы не можем забыть о специях и приправах, которые придают нашим блюдам аромат. Определенно. Они существенно улучшают вкус наших блюд. Удачного похода за продуктами и хорошей кухни. Ура, Джон! Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было все необходимое для вкусных блюд. Безусловно, Анна. За вкусную еду и счастливые животики. Урок 18. Я подумываю купить новую обувь. Эй, Анна. Я подумываю купить новую обувь. Только обычные, ничего особенного. Привет, Джон. Понимаю. Простая и практичная обувь всегда хороший выбор. Именно так. Я хочу что-то удобное и прочное для повседневного ношения. Вы рассматривали кроссовки или лоферы? Они универсальны и их легко сочетать с разными нарядами. Кроссовки отлично звучат. Я могу носить их с джинсами или даже шортами. Неплохая идея. Они повседневные и идеально подходят для непринужденного стиля. Есть ли у вас рекомендации по бренду? Что ж, я слышал хорошие отзывы о таких брендах, как Nike, Adidas и New Balance. Они звучат надежно. Я проверю их и посмотрю, какие мне нравятся. Не забудьте примерить их и убедиться, что они хорошо подходят. Конечно. Комфорт играет ключевую роль, когда речь идет об обуви. Спасибо, что нашли идеальную пару обычной обуви без суеты. Ура, Анна! Вперед к удобной и стильной обуви. Конечно, Джон. Пусть вы ходите комфортно и модно. Урок 19. Мне предложили работу. Эй, Анна! Мне предложили работу. Не торопитесь и внимательно изучите предложение. Привет, Джон. Это отличная новость. Перед принятием решения важно рассмотреть все аспекты. Абсолютно. Посмотрите на зарплату, пособие и возможности для роста. Не забудьте также пересмотреть баланс между работой и личной жизнью и корпоративную культуру. Хорошее замечание. Мы хотим убедиться, что это соответствует нашим ценностям и приоритетам. Потратьте время, чтобы проанализировать плюсы и минусы принятия предложения. И не стесняйтесь задавать любые вопросы или обращаться за разъяснениями, если это необходимо. Очень важно принять взвешенное решение, которое подходит именно вам. Спасибо, что внимательно изучили предложение и сделали уверенный выбор. Ура, Джон! Мы готовы найти идеальную возможность, которая подходит именно вам. Безусловно, Анна. Желаю вам мудрого выбора и процветания в своей карьере. Урок 20. Задумывались ли вы о том, что объединяет всех нас? Эй, Анна. Вы когда-нибудь задумывались о том, что нас всех объединяет? Привет, Джон. Да, я верю, что это наша общая человечность и эмоции. Это правда. Все мы испытываем радость, грусть, любовь и страх. И у всех нас есть мечты, стремления и желание счастья. Несмотря на то, что мы из разных слоев общества, нас объединяют общие черты. Абсолютно. Мы все хотим, чтобы нас поняли, приняли и ценили. Смех — еще один универсальный язык, объединяющий всех нас.
Это правда. Хороший смех может объединить людей и преодолеть культурные различия. И давайте не будем забывать о нашей общей планете Земля. Мы все несем ответственность за заботу о ней. Вы правы. Наш коллективный долг — защищать и сохранять окружающую среду. Да здравствует то, что объединяет всех нас и делает нас людьми. Ура, Джон! За наш общий опыт и за те узы, которые нас объединяют. Безусловно, Анна. Пусть в нашем путешествии мы всегда найдем связь и понимание. Урок 21. Я хочу улучшить свои языковые навыки. Эй, Анна. Я хочу улучшить свои языковые навыки. Думаю, я пойду на языковые курсы и потренируюсь с носителями языка. Привет, Джон. Отличная идея. Языковые классы могут обеспечить структурированную среду обучения. Абсолютно. Важно правильно изучить грамматику и словарный запас. Практика с носителями языка поможет вам улучшить произношение и беглость речи. Это то, к чему я стремлюсь. Ключевое значение имеет погружение в язык. Вы также можете попробовать программы языкового обмена или найти языковых партнеров для практики. Звучит забавно. Это также отличный способ завести новых друзей. Не бойтесь ошибаться. Это естественная часть учебного процесса. Я учту это. Обучение сводится к тому, чтобы рисковать и преодолевать трудности. Приветствую тебя в изучении языка, Джон. Ура, Анна! За расширение моего языкового кругозора. Конечно, Джон. Желаю вам стать мастером языков. Урок 22. Я решил взять несколько уроков, чтобы улучшить свои навыки. Эй, Анна! Я решила взять несколько уроков, чтобы улучшить свои навыки. Это умно, верно? Привет, Джон. Абсолютно. Занятия уроками определенно помогут вам быстрее прогрессировать. Я рад структурированно учиться и развивать свои способности. Отличный подход. Уроки дают рекомендации и помогают заложить прочную основу. Кроме того, бесценно иметь учителя, который будет оставлять отзывы и исправлять ошибки. Определенно. Они могут предложить идеи и советы, которые помогут ускорить ваше обучение. Я с нетерпением жду возможности применить полученные знания на практике и увидеть результаты. Ключевое значение имеет последовательная практика. Это укрепляет ваши знания и повышает ваши навыки. И всегда полезно иметь кого-то, с кем можно потренироваться, например, с партнерами по языковому обмену. Верно. Общение с другими людьми на этом языке повысит вашу беглость речи. Спасибо за разумный подход и быстрый прогресс. Ура, Джон! Вперед вам в языковое путешествие и достижение новых высот. Безусловно, Анна. Могу ли я стать языковым маэстро в кратчайшие сроки? Урок 23. Мне нужно найти платье для вечеринки. Эй, Анна. Мне нужно найти платье для вечеринки. Есть идеи? Привет, Джон. Как насчет классического маленького черного платья? Это всегда безопасный и стильный выбор. Звучит неплохо. А как насчет аксессуаров, дополняющих образ? Для придания гламура вы можете добавить эффектное ожерелье или элегантные серьги. Отличные предложения. А как насчет клатча или небольшой сумочки? Да, клатч или шикарная сумочка идеально дополнит платье. Должен ли я выбрать каблуки или балетки?
Это зависит от вашего уровня комфорта. Каблуки могут добавить изысканности, но балетки предлагают больше практичности. Тогда я выберу удобную пару каблуков. Есть ли другие предложения по аксессуарам? Как насчет стильного ремня или модной шляпы, чтобы добавить изюминки? Отличная идея. Я поищу ремень или шляпу, чтобы украсить наряд. Приветствую вас в поиске идеального платья и аксессуаров для вечеринки. Ура, Анна! Желаю выглядеть круто и отлично проводить время. Конечно, Джон. Пусть ты будешь самым одетым гостем на вечеринке. Урок 24. Сегодня я пошел за покупками. Эй, Анна! Сегодня я пошел за покупками и заметил, что зеленый и желтый цвета довольно распространены. У вас была возможность примерить что-нибудь? Привет, Джон. Да, я так и сделал. Я примерила зеленое платье и желтый топ. Они оба были яркими и привлекающими внимание. Звучит круто. Тебе понравились цвета? Думаю, да. Зеленый цвет высветил мои глаза, а желтый придал мне свежий и веселый вид. Приятно. Приятно поэкспериментировать с разными цветами и найти то, что лучше всего подходит именно вам. Абсолютно. Мода — это самовыражение и уверенность в себе. В итоге вы купили что-нибудь зеленого или желтого цвета. Я не смогла устоять перед зеленым платьем. Оно идеально подходит для особых случаев. Это круто. Уверена, у тебя все получится. Я также буду следить за зелеными и желтыми вариантами. Приветствуем вас за выбор красочной одежды и выход из зоны комфорта. Ура, Анна! Мы готовы использовать яркие цвета и заявить о себе. Конечно, Джон. Пусть мы сияем ярко, как зелено-желтая радуга. Урок 25. В последнее время я экспериментирую с кулинарией. Эй, Анна! В последнее время я экспериментирую с приготовлением пищи, и использование свежей зелени звучит очень вкусно. Нам стоит как-нибудь попробовать это вместе. Привет, Джон. Звучит как забавная идея. Приготовление блюд из свежих трав действительно может улучшить вкус блюд. Абсолютно. Я слышал, что такие травы, как базилик, розмарин и тимьян, отличные варианты. Они действительно так и есть. Каждая трава привносит в рецепт свой неповторимый аромат и вкус. Мне особенно хочется попробовать приготовить домашнее песто со свежим базиликом. Вкусно. Песто очень вкусное и универсальное. Оно отлично сочетается с пастой, хлебом и даже в виде пасты. Мы должны спланировать день приготовления пищи и поэкспериментировать с различными блюдами, настоянными на травах. Рассчитывайте на меня. Это будет восхитительное кулинарное приключение. Да здравствует наша будущая кулинарная феерия, наполненная травами. Ура, Джон! Вот вам ароматные и аппетитные творения. Безусловно, Анна. Пусть наши вкусовые рецепторы танцуют от восторга. Урок 26. Это довольно долгий путь. Эй, Анна. Я планирую поездку, и это довольно долгий путь, но я уверен, что оно того стоит. Как насчет проживания? Привет, Джон. Звучит захватывающе. Что касается жилья, вы можете рассмотреть отели, хостелы или даже аренду на время отпуска. Я склоняюсь к аренде жилья на время отпуска. Здесь больше места и домашняя атмосфера. Отличный выбор. Аренда на время отпуска может обеспечить уникальные и комфортные условия. Какие-нибудь советы по поиску идеального жилья для отдыха?
Ищите авторитетные веб-сайты или платформы, предлагающие широкий выбор аренды. Прочитайте отзывы и сравните цены. В этом есть смысл. Я проведу небольшое исследование и найду лучший вариант в рамках своего бюджета. Не забудьте также проверить местоположение. Это должно быть удобно и близко к местам, которые вы хотите посетить. Абсолютно. Доступность важна для комфортного и приятного путешествия. Приветствую вас в поиске идеального жилья и фантастическом путешествии. Ура, Анна! Впереди комфортный отдых и незабываемые приключения. Конечно, Джон. Пусть ваше путешествие будет наполнено прекрасными воспоминаниями. Урок 28. Чем вы занимаетесь для развлечения? Эй, Анна! Это интересно. Чем вы занимаетесь для развлечения? Привет, Джон. Ради удовольствия я люблю рисовать и играть в футбол. Живопись звучит художественно. Какие картины вы создаете? Мне нравится экспериментировать с разными стилями, но пейзажи и абстрактное искусство — мои любимые. Это круто. Я считаю, что живопись — отличный способ выразить себя. Абсолютно. Это прекрасное место для творчества и отдыха. А как же футбол? Вы играете в команде или играете непринужденно? Я играю непринужденно с друзьями. Это интересный способ оставаться активным и конкурентоспособным. Футбол — фантастический вид спорта. Есть ли у тебя любимые позиции или трюки? Мне нравится играть в качестве полузащитника, мне нравится тренироваться в дриблинге и стрельбе. Это впечатляет. Возможно, когда-нибудь мы сможем устроить дружеский матч по рисованию и футбольному матчу. Звучит как уникальная комбинация. Я готов принять вызов. Желаю вам приятных хобби и увлечений. Ура, Джон! Вперед творчеству на холсте и голам на поле. Безусловно, Анна. Пусть мы продолжим рисовать и забивать с энтузиазмом. Урок 29. Он поделился историями о традиционных методах рыбалки. Эй, Анна! Сегодня я встретил старого рыбака, и он поделился историями о традиционных методах рыбалки. Похоже, у него был богатый опыт. Привет, Джон. Абсолютно. Изучать традиционные методы и слушать истории опытных рыбаков увлекательно. Он упоминал об уникальных или интересных методах рыбалки. Да, он упомянул об использовании сетей и ловушек ручной работы, а также о методах, передаваемых из поколения в поколение. Это потрясающе. Приятно сохранять и ценить традиционные обычаи. Определенно. Это помогает нам понять наше культурное наследие и приобщиться к нему. Рассказывает ли он какие-нибудь памятные или забавные истории о рыбалке? Он это сделал. Однажды он поймал такую большую рыбу, что она затянула его в воду. Это было довольно забавное зрелище. Наверное, это было настоящее приключение. Наверное, было интересно слышать такие истории. Так оно и было. Мне очень понравилось слушать его рассказы и учиться на его опыте. Приятного знакомства с интересными людьми и знакомства с уникальными традициями. Ура, Джон! Приобретайте культурную мудрость и бережно храните незабываемые истории. Безусловно, Анна. Пусть мы продолжим познавать и ценить богатство нашего мира. Урок 30. Наслаждайтесь поездкой и наслаждайтесь обменом валюты. Эй, Анна!
Приятного путешествия и приятного обмена валюты. Привет, Джон. Мне было приятно помочь вам. Спасибо за доброе слово. Я с нетерпением жду поездки. Какие-нибудь советы по беспрепятственному обмену валюты? Конечно. Во-первых, сравните обменные курсы, чтобы получить лучшее предложение. Кроме того, подумайте о том, чтобы обменять валюту перед отъездом. Неплохая идея. По прибытии всегда удобно иметь при себе местную валюту. Остерегайтесь высоких комиссий и сборов. Ищите надежные службы обмена валюты или банки. Я учту это. Я хочу максимально использовать свои деньги во время путешествий. Наконец, следите за текущим обменным курсом и отслеживайте любые колебания. Спасибо за ценный совет, Анна. Я позабочусь о беспрепятственной обмене валюты. Добро пожаловать, Джон. Приятного путешествия и фантастического времяпрепровождения, исследуя новое место. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. Я позабочусь о том, чтобы путешествие прошло незабываемо. Конечно, Джон. Безопасных путешествий и незабываемых впечатлений. Урок 30. В последнее время мы обсуждаем бизнес-стратегии. Эй, Анна. В последнее время мы обсуждаем бизнес-стратегии. Похоже на солидный план. Как вы представляете себе рост и расширение своего бизнеса? Привет, Джон. Я вижу расширение своего бизнеса за счет выхода на новые рынки и внедрения инновационных продуктов. Это амбициозно. Какие конкретные рынки вы имеете в виду? Я планирую ориентироваться на международные рынки, особенно в странах с развивающейся экономикой. Это разумный шаг. На этих рынках есть большой потенциал роста. Абсолютно. Я считаю, что наши продукты и услуги востребованы во всем мире. Как насчет расширения команды? Есть ли у вас какие-либо планы на этот счет? Да, по мере роста бизнеса я буду нанимать талантливых людей, которые могут способствовать его успеху. Это важно. Сильная команда крайне важна для устойчивого роста. Не могу не согласиться. Сотрудничество и опыт – ключ к достижению наших целей. Желаем будущего роста и успеха вашего бизнеса. Ура, Джон! Вперед, чтобы достичь новых высот и оказать положительное влияние. Безусловно, Анна. Пусть ваш бизнес процветает и приносит вам огромное удовольствие. Урок 32. Что еще нам нужно получить? Эй, Анна. Позже я пойду за продуктами. Давайте их тоже заберем. Привет, Джон. Отличная идея. Что еще нам нужно получить? Нам нужно взять немного фруктов, овощей и хлеба. Звучит неплохо. Нужно ли нам брать с собой специальные сумки или контейнеры? Да, было бы здорово, если бы мы привезли многоразовые сумки для более экологичных покупок. Абсолютно. Давайте обязательно сократим количество пластиковых отходов. Я также принесу список покупок, чтобы мы ничего не забыли. Это умно. Это поможет нам оставаться организованными и эффективными. Хорошо, давайте встретимся в продуктовом магазине и выполним нашу миссию по покупкам. Я готова. Давайте соберем все, что нам нужно, и отправимся в увлекательное продуктовое приключение. Удачного шопинга и здорового выбора. Ура, Джон! За свежие продукты и экологичные методы шопинга. Безусловно, Анна.
Пусть мы будем делать покупки с умом и готовить вкусные блюда. Урок 32. Я тренировался играть на гитаре. Эй, Анна. Я тренировался играть на гитаре. Как ты думаешь? Привет, Джон. Это круто. Ваш прогресс впечатляет. Спасибо. Я усердно работал над этим. Добро пожаловать. Просто помните, что практика ведет к совершенству. Абсолютно. Я не собираюсь сдаваться. Я продолжу тренироваться. В этом и заключается дух. Настойчивость – ключ к овладению любым навыком. Спасибо за поддержку. Я буду продолжать двигаться вперед. Удачи, Джон. Я верю в твое музыкальное путешествие. Спасибо, Анна. Ваша поддержка очень много значит для меня. Да здравствует сила практики и достижения величия. Ура, Анна! За постоянным совершенствованием и музыкальными триумфами. Конечно, Джон. Желаю вам уверенно раскачивать струны для гитары. Урок 33. Давайте составим краткий список, чтобы оставаться организованными. Эй, Анна! Сегодня у нас много дел. Давайте составим краткий список, чтобы оставаться Привет, Джон. организованными. Отличная идея. Давайте запишем все, что нам нужно сделать. Во-первых, нам нужно купить продукты на неделю. Правильно. Мы также должны подобрать Саре подарок на день рождения. И не забудьте записаться на прием к стоматологу. Абсолютно. И мы должны убраться в доме до прибытия наших гостей. Хорошее замечание. Давайте добавим это в список. Что-нибудь еще нам нужно запомнить. Мы должны проверить масло в машине и заправить ее. Это важно. Хорошо, давайте просмотрим наш список. Продукты, подарок на день рождения, визит к стоматологу, уборка дома и обслуживание автомобиля. Идеально. С этим списком мы ничего не пропустим. Желаю вам оставаться организованными и доводить дело до конца. Ура, Джон! Удачного и продуктивного дня. Безусловно, Анна. Пусть мы выполним наши задачи легко и эффективно. Урок 34. Я подготовил презентацию для нашей предстоящей встречи. Эй, Анна. Я подготовила презентацию к нашей предстоящей встрече. Привет, Джон. Отлично. Я собрал все необходимые документы и данные. Идеально. Похоже, мы хорошо подготовлены к успешной встрече. Абсолютно. Благодаря нашей подготовке мы можем уверенно представить свои идеи. Я рада, что мы на одной волне. Наша тяжелая работа окупится. Определенно. Мы приложили все усилия, и теперь пришло время проявить себя. Давайте обязательно приедем пораньше и все настроим заранее. Отличная идея. Организованность оставит положительное впечатление. У нас есть это, Анна. Вместе мы справимся со встречей. Я верю в нас, Джон. Мы окажем сильное влияние. Желаю нашей готовности и плодотворной встречи. Ура, Джон! Вперед к успеху и внесению изменений в мир к лучшему. Безусловно, Анна. Пусть наша презентация будет увлекательной и убедительной. Урок 35. Удаленная работа имеет свои преимущества. Эй, Анна. Удаленная работа имеет свои преимущества,
но она может вызвать чувство изоляции. Привет, Джон. Это правда. Вы упускаете возможность общаться в офисе и общаться лицом к лицу. Именно так. Работая из дома, можно пропустить беседы с водяным охладителем и шутки в обеденное время. Важно найти способы оставаться на связи и поддерживать чувство товарищества. Виртуальные командные встречи и онлайн-инструменты для совместной работы могут помочь преодолеть этот разрыв. Кроме того, организация регулярных встреч с коллегами также может способствовать формированию чувства принадлежности. Все дело в том, чтобы найти баланс между независимостью и социальными связями. Абсолютно. Могут помочь налаживание виртуальных отношений и участие в командных мероприятиях. Спасибо за адаптацию к удаленной работе и создание благоприятной рабочей среды. Ура, Джон! Оставайтесь на связи и процветайте, несмотря на расстояние. Безусловно, Анна. Пусть мы найдем связь и дух товарищества, даже в виртуальном пространстве. Урок 36. Я планировал наш отпуск. Эй, Анна. Я планировала наш отпуск. Давайте начнем с нескольких дней в Сан-Хосе. Привет, Джон. Звучит как хорошая идея. После Сан-Хосе нам следует отправиться к Мануэлю Антонио. Идеально. Я слышал, что это прекрасная прибрежная зона с потрясающими пляжами и дикой природой. Звучит потрясающе. И каков наш конечный пункт назначения после Мануэля Антонио? Как насчет завершения нашего путешествия в Монтеверде? Город известен своими облачными лесами и увлекательными развлечениями. Похоже, это захватывающий способ завершить наш отпуск. Согласен. Мы будем сочетать в себе знакомство с городом, пляжный отдых и приключения на природе. Удачи вам в хорошо спланированном и незабываемом отпуске. Ура, Анна! Желаем вам познакомиться с лучшим, что есть в Коста-Рике. Конечно, Джон. Пусть наше путешествие будет наполнено невероятными воспоминаниями. Урок 37. Мы хотим поделиться большой пиццей. Эй, Анна. Мы хотим поделиться большой пиццей. Это верное замечание. Что вы предлагаете? Привет, Джон. Как насчет того, чтобы разделить его на 4 равных куска? Отличная идея. Это обеспечивает справедливость и упрощает обращение с ней. Кроме того, вам будет легче управлять порциями и избежать разногласий. Абсолютно. 4 кусочка для нас двоих звучат как честный и удовлетворительный план. Каждый из нас может съесть 2 кусочка и сбалансированно поесть. Желаю честной дистрибуции пиццы и счастливых животиков. Ура, Джон! Вкусной пиццы и хорошей компании. Безусловно, Анна. Пусть наши приключения по пицце всегда будут честными и приятными. Урок 38. Приближается крайний срок реализации проекта. Эй, Анна. У нас скоро крайний срок реализации проекта. Давайте обсудим сроки. Какие-нибудь предложения? Привет, Джон. Думаю, мы должны стремиться к быстрой доставке, чтобы произвести впечатление на наших клиентов. Отличный момент. Мы хотим предоставить отличный сервис и оправдать их ожидания. Я предлагаю разбить задачи и установить конкретные сроки для каждой из них. Отличная идея. Это поможет нам оставаться организованными и обеспечить своевременное завершение работ. Мы также должны учитывать любые потенциальные препятствия или непредвиденные задержки. Абсолютно.
Использование буферного времени позволит нам решать любые проблемы, которые могут возникнуть. Давайте эффективно общаться и сотрудничать, чтобы не сбиться с пути. Поздравляем вас с хорошо спланированным графиком и успешным завершением проекта. Ура, Джон! За то, чтобы уложиться в сроки и превзойти ожидания. Безусловно, Анна. Пусть наша командная работа и эффективность приведут к хорошо выполненной работе. Урок 39. Вы утренний человек. Эй, Анна. Ты утренний человек. Привет, Джон. Не совсем. Мне трудно рано вставать. Я тебя чувствую. Утро иногда бывает тяжелым. Да, мне нужно немного вздремнуть, прежде чем я смогу полноценно функционировать. У меня то же самое. Мне нужно время, чтобы освоиться. Жаль, что я не могу быть одним из тех энергичных утренников. Я тоже, но у всех нас свои ритмы и предпочтения. Верно. Думаю, по вечерам мы более продуктивны и активны. Именно так. У ночных сов тоже есть свои преимущества. Приветствую вас за то, чтобы обнять наших внутренних полуночников и извлечь из этого максимум пользы. Ура, Анна! За творчество и продуктивность в ночное время. Конечно, Джон. Пусть мы сияем ярко, даже когда солнце садится. Урок 40. Я работаю по своему графику. Эй, Анна! Я работаю по своему графику. Я стараюсь спать по крайней мере 7-8 часов каждую ночь. Привет, Джон. Отлично. Достаточное количество сна важно для нашего благополучия. Абсолютно. Это помогает мне освежиться и подготовиться к новому дню. Хорошо, что вы уделяете приоритетное внимание отдыху. Недосыпание может повлиять на нашу производительность. Я заметила положительную разницу с тех пор, как начала сосредотачиваться на своем режиме сна. Это замечательно. Хороший ночной сон может существенно повлиять на наше общее состояние здоровья. Приветствуем вас за уделение приоритетного внимания сну и подзарядке батарей. Ура, Джон! Спокойных ночей и энергичного утра. Безусловно, Анна. Пусть наш сон будет глубоким, а наши дни — продуктивными.